На съемочной площадке, где каждая минута стоит миллионы, иногда ломаются не только декорации, но и люди. Она – любимая актриса Турции. Он – легенда, которому прислушивается вся страна. Но то, что произошло между ними за кулисами самого дорогого сериала в истории, никто не ожидал. В сеть просочились слухи, которые шокировали фанатов и поставили под сомнение будущее всего проекта. Кто-то говорит о тайных конфликтах, кто-то о нервном срыве, а кто-то шепчет, что на площадке произошло нечто, что решили скрыть любой ценой. 35 миллионов лир за серию, и цена этой роскоши оказалась куда выше, чем деньги. Сегодня мы расскажем, что на самом деле произошло на съемках «Семья – это испытание», почему имя Афры Сарачоглу не сходит с первых полос, и как один сериал превратился в символ скандала, амбиций и выживания. Не переключайтесь, самое шокирующее начинается ближе к финалу. Когда в мире кино говорят о «дорогих проектах», мы привыкли слышать имена вроде Netflix или HBO. Но в последние месяцы внимание всей Турции приковано к другой истории, к сериалу, о котором говорят как о самом масштабном и дорогом в истории страны. В центре обсуждения Эйли Бер Имтихандр, что переводится как «Семья – это испытание». Новость вспыхнула неожиданно. Турецкие медиа буквально взорвались заголовками: одна серия – 35 миллионов лир. Цифра, способная ошеломить даже голливудских продюсеров. Представьте себе, одна серия, стоимостью как целый фильм. Сети мгновенно заполнились комментариями, мемами, спорами, кто стоит за этим проектом, зачем такие деньги и не преувеличено ли все это ради шума. Первые публикации появились в издании Yeniца, а затем подхватили десятки других турецких СМИ. На экранах мелькали знакомые лица, звезды первой величины, контракты, цифры, которые трудно было поверить. Один факт стал особенно обсуждаемым. Актер Кинан Имирзалоглу, легенда турецкого телевидения, по слухам, получает за каждый эпизод 4,5 миллиона лир. А его партнерша по сериалу, молодая и стремительно восходящая Афра Сарачоглу, около 2,5 миллионов. Для турецкого зрителя такие суммы звучат почти как вызов. Для продюсеров – риск. А для конкурентов – повод для зависти и, возможно, тревоги. Не началась ли новая эра, где бюджеты сериалов становятся символом силы, а не просто качеством истории? На этом фоне разговоры об «испытании» в названии сериала приобретают почти символический смысл. Испытание не только для героев на экране, но и для всей индустрии, которая должна доказать, что эти миллионы действительно окупаются. Однако, если прислушаться внимательнее, в этих громких цифрах есть нечто большее, чем просто престиж. Это маркер целой эпохи, где внимание зрителя стало самым дорогим ресурсом, а шоу-бизнес – ареной, где каждая минута кадра превращается в деньги. И все началось с одной новости, которая за несколько дней перевернула представление о турецких сериалах. И все же главный вопрос остается открытым: кто и зачем решился на такие траты, и во что все это выльется? Все началось с короткой заметки в Yeniца, вроде бы обычная публикация о грядущем телепроекте, но за несколько часов она превратилась в бурю. 35 миллионов лир за серию. Заголовок облетел турецкие новостные сайты, словно сигнал тревоги. Комментаторы спорили, это ошибка, опечатка или новый рекорд? Редакции не успевали цитировать друг друга. Один за другим выходили материалы с уточнениями, с якобы источниками, близкими к продюсерам. Одни утверждали, что сумма реальна и отражает масштаб проекта, другие, что это пиар, умело подогретый самим каналом. Но пока эксперты пытались разобраться, публика уже вынесла свой вердикт – это сериал, который переплюнул всех. И действительно, если сопоставить цифры, 35 миллионов лир за серию – это эквивалент бюджета полноценного турецкого фильма. В одной серии – гонорары звезд, аренда роскошных вилл, техника последнего поколения, массовка, костюмы и рекламные кампании. В турецких реалиях – почти фантастика. Но именно поэтому новость зацепила всех, от фанатов до профессионалов индустрии. Пока зрители делали ставки, сколько на самом деле стоит одна серия, сами актеры сохраняли молчание. Ни Кинан Имирзалоглу, ни Афра Сарачоглу не дали комментариев, что только усилило интерес.
В сети начали разбирать каждое их фото, каждое появление, каждую улыбку на съемках, ищут ли они подтверждение, что действительно стали самыми дорогими актерами Турции. Пресса превратила цифру в символ. 35 миллионов – это уже не просто бюджет. Это стало мерой успеха. Мол, если сериал стоит меньше, значит, не дотягивает. Так родилась новая единица измерения популярности – не рейтинги, не просмотры, а стоимость минуты эфира. И все же за этой шумной цифрой скрывалась куда более глубокая история – история двух актеров, которые символизируют две эпохи турецкого телевидения. Один – ветеран, чье имя давно стало брендом. Другая – молодая звезда, у которой все только начинается. И именно их дуэт стал сердцем этой медиа-истории, превратив обычную новость в национальный феномен. Он – лицо целого поколения турецких телесериалов. Его голос, походка, взгляд – давно часть культурного кода Турции. Кенан Имирзалыоглу. Человек, который не просто играет героев, он сам стал символом уверенности, силы и благородства, которые зрители ищут на экране. Когда в прессе появились слухи, что именно он получает 4,5 миллиона лир за серию, реакция была мгновенной: «Он того стоит», писали одни, «это уже безумие», возражали другие. Но даже скептики понимали, появление Кенана гарантирует внимание. И, в конечном счете, внимание – это то, за что платят. Напротив него – Афра Сарачоглу. Новое лицо турецкого экрана, энергия и свежесть которого будто притягивают к себе объектив. Она молода, но уже обошла по популярности десятки коллег. Ее гонорар, около 2,5 миллионов лир за эпизод, вызвал не меньше разговоров. Но в отличие от Кенана, к ней не относились как к старшему мэтру, она символ новой волны, того поколения актеров, который говорит со зрителем на современном языке. В тандеме эти двое создают не просто экранную химию, это столкновение эпох. С одной стороны, опыт, вес, имя, превращенное в бренд. С другой – гибкость, смелость и скорость новой индустрии. И именно это сочетание делает сериал «Семья» – это испытание таким ожидаемым. Но в тени блеска и гонораров возникает вопрос: как сериал с двумя актерами, даже такими громкими, может потянуть на 35 миллионов за серию? Где спрятаны остальные миллионы? Ответ прост: в масштабе. Продюсеры пошли ва-банк. Съемки проходят на натуре, декорации строятся с нуля, каждый кадр просчитан до мелочей. Это не просто история про семью, это демонстрация силы турецкого телевидения. Каждая сцена должна смотреться как кино, каждая деталь – говорить о статусе. И все же, чем ярче огни, тем громче звучит вопрос: не слишком ли быстро сериал превращается в символ роскоши? Ведь чем выше взлет, тем чувствительнее падение, если ожидания не оправдаются. Чтобы понять, почему одна серия «Семья» – это испытание, стоит дороже, чем год работы небольшой киностудии, нужно заглянуть за кулисы. Турецкая индустрия сериалов уже давно перестала быть просто телевидением. Это бизнес-империя, в которой каждая деталь имеет цену. Часть бюджета уходит на актеров, да. Но это лишь верхушка айсберга. Под поверхностью целая армия специалистов: операторы, художники, костюмеры, монтажеры, каскадеры, визажисты. В одной серии может участвовать до 400 человек. И все они работают над тем, чтобы каждая минута выглядела как сцена из полнометражного фильма. Декорации создаются не в павильоне, строятся на реальных локациях. Виллы на берегу Босфора, рестораны, дороги, парки – все это арендуется, охраняется, перестраивается. Добавьте к этому технику последнего поколения, аренду дронов, свет, транспорт, страховку, питание и продвижение. Цифра уже не кажется фантастической. И все же даже это не объясняет, почему проект стал настолько обсуждаемым. Дело в контексте. Турция переживает момент, когда сериал – это уже не просто развлечение, а национальный экспортный продукт. Сотни сериалов продаются за рубеж, от Аргентины до Арабских Эмиратов. Один успешный эпизод может принести миллионы в иностранной валюте.
Поэтому каждая новая премьера рассматривается как инвестиция в имидж страны, в культурную дипломатию, в экономику. 35 миллионов лир – это не только расходы, это ставка. Продюсеры знают, если проект выстрелит, он окупится десятикратно. Но чем выше цена, тем острее интерес публики. Люди начинают считать, обсуждать, сравнивать. И в этой гонке внимание становится самой дорогой валютой. Когда зрители говорят о деньгах, они уже включены в игру. А за кулисами тем временем разгорается новая волна обсуждений. Журналисты пытаются выяснить, откуда взялась цифра в 35 миллионов, официальных подтверждений нет, но медиа не останавливаются. Одни говорят о сознательном сливе информации ради пиара, другие – о реальной утечке. Когда цифры становятся новостью, они перестают быть просто цифрами, они превращаются в инструмент. В Турции это давно поняли. И в случае с «Семья» это испытание, все выглядело именно так: сначала статья, потом десятки публикаций, сотни репостов, обсуждения на телевидении и форумах. Каждый добавлял деталь, выстраивая эффект снежного кома. Почти все издания ссылались на те же формулировки. По информации, близкой к продюсерам, сообщается, что, по слухам. Турецкие журналисты называют это словом «айдайр эдилди» – предположительно. Но в момент, когда история становится вирусной, никто уже не читает осторожные формулировки. Цифры живут собственной жизнью. Для продюсеров это идеальный шторм. Пока зрители спорят, правда ли, что одна серия стоит 35 миллионов, сериал получает то, чего нельзя купить ни за какие деньги – массовое внимание. В мире, где зритель устает от однообразия, любая интрига работает лучше рекламного бюджета. Некоторые критики уверены, именно в этом и был расчет. Сначала бросить цифру, огромную, невероятную. Потом позволить публике самой ее раскрутить. И когда интерес достигнет пика, просто объявить дату премьеры. Психологически зритель уже инвестировал свое внимание и захочет убедиться, стоит ли сериал этих денег. Но эта стратегия имеет и обратную сторону. Когда ожидания подогреваются до предела, малейшее разочарование может обернуться скандалом. Публика, привыкшая к громким заявлениям, требует подтверждения в каждой сцене, в каждом диалоге, в каждом взгляде актеров. И все же, как бы ни относились к подобным приемам, эффект очевиден. «Семья» — это испытание, стал не просто сериалом, а медийным феноменом. Его обсуждают те, кто его даже не видел. И в этом сила турецкой телевизионной машины, умеющей превращать слухи в капитал. Тем временем внутри индустрии назревает напряжение. Рост гонораров, инфляция ожиданий, давление со стороны каналов и рекламодателей создают почву для конфликта. Ведь если одни звезды зарабатывают миллионы, другие начинают задаваться вопросом, где предел? Когда цифры доходят до абсурда, внимание неизбежно превращается в давление. Турецкая актерская среда, где конкуренция всегда была острой, впервые заговорила о кризисе гонораров. Ведь теперь, после публикаций о 35 миллионах за серию, все измеряется не в рейтингах, а в цене. Молодые актеры начинают сравнивать себя со звездами первой величины, продюсеры спорят о справедливости, сценаристы жалуются, что бюджеты уходят не на историю, а на имена. На площадках слышно раздражение. Чем выше гонорар, тем выше ожидания, тем меньше права на ошибку. За кулисами говорят, что именно эти новости стали источником скрытого конфликта. Крупные актеры больше не просто исполнители, они стали брендами, влияющими на финансовую политику каналов. Их контракты определяют все, от графика съемок до рекламных вставок. А это значит, что продюсеры должны идти на уступки, потому что за именами стоят рейтинги, а за рейтингами – миллионы спонсорских лир. Одни видят в этом закономерный результат роста индустрии, другие – начало упадка. Ведь чем больше денег крутится в сериальной экономике, тем меньше места остается для риска, эксперимента, авторского подхода. Все превращается в математику. В социальных сетях спорят, где грань между талантом и маркетингом. Зрители устают от бесконечных новостей о зарплатах звезд и все чаще задают вопрос: а где сами истории?
где эмоции, за которые мы полюбили турецкие сериалы. Именно поэтому вокруг «Семья» — это испытание, возникло двойственное чувство. С одной стороны, восхищение масштабом. С другой — тревога, не превратится ли этот проект в символ излишества, где на первом месте деньги, а не сюжет? Но индустрия не собирается останавливаться. Турция привыкла доказывать, что может соперничать с Голливудом. И чем громче спор вокруг цифр, тем выше интерес к продукту. Пока споры о гонорарах не утихают, Турция продолжает уверенно укреплять свое место на карте мировой сериал-индустрии. Сегодня турецкие драмы смотрят в более чем 150 странах, а их экспорт уступает по объемам только американскому. От Чили до Саудовской Аравии зрители переживают истории, снятые в Стамбуле, словно они происходят рядом с ними. И за каждым таким экспортным успехом стоят миллионы долларов, возвращающиеся обратно в турецкую экономику. Вот почему продюсеры могут позволить себе ставки вроде 35 миллионов за эпизод. Для них это не роскошь, а инвестиция. Сериал – не просто продукт, а культурный посол, который работает на репутацию страны. Чем ярче, чем богаче выглядит картина, тем выше вероятность, что ее купят международные платформы, а актеры станут глобальными лицами турецкого бренда. Кенан Имирзала Оглу и Афра Сарачиглу в этом смысле – идеальное сочетание. Он – воплощение традиционной харизмы, знакомый зрителям Ближнего Востока. Она – образ нового поколения, близкий Европе и Азии. Вместе они превращают сериал в универсальную историю, понятную всем. Именно это делает проекты такого уровня конкурентоспособными даже по меркам Netflix и Amazon. И все же, успех турецких сериалов держится не только на деньгах. За ним стоит колоссальная энергия людей, для которых телевидение стало делом национальной гордости. Каждый оператор-осветитель, сценарист вкладывает в производство не меньше, чем актеры, просто без громких цифр и заголовков. Так что, когда кто-то возмущается, что одна серия стоит слишком дорого, стоит помнить, за этой ценой стоит труд сотен людей и вера в то, что Турция может создавать истории мирового масштаба. А значит, разговор о миллионах – это не только о деньгах, но и о стремлении занять свое место под международным солнцем. Но как бы высоко ни поднималась индустрия, главный вопрос остается прежним – сколько стоит слава и может ли она оправдать свою цену? В мире, где внимание стало новой валютой, деньги – лишь отражение того, насколько сильно зритель готов поверить в историю. Турецкая индустрия сериалов поняла это одной из первых. И «Семья» — это испытание, не исключение, а показатель эпохи, когда телевидение стало ареной для национального престижа, а каждая серия — шагом в сторону мировой сцены. За громкими заголовками, обсуждениями и спорами остается то, что не измерить лирами ожидания зрителя. Эти 35 миллионов за эпизод — не просто цифра, а обещание. Обещание, что на экране зритель увидит нечто большее, чем просто сюжет. Обещание, что эмоции будут настолько сильными, что забудется их цена. Именно это делает кино и сериалы живыми, не бюджеты, а чувства, ради которых все это создается. Кенан Имирзала Оглу и Афра Сарачиглу, ставшие лицами этой истории, не просто символы статуса, а они отражение целого поколения, которое научилось превращать талант в капитал, а внимание в доверие. Когда экран гаснет, миллионы лир перестают иметь значение. Зритель запоминает не цифры, он запоминает взгляд, паузу, эмоцию. В этом и есть настоящая цена успеха, не в гонорарах и не в рекордах, а в том, чтобы хотя бы на мгновение заставить людей поверить в историю. Так что, возможно, «Семья» — это испытание, это не просто сериал. Это метафора самой индустрии, испытание на веру, выдержку и смысл. Испытание для актеров, продюсеров, зрителей. Испытание, которое показывает, что в мире, где все имеет цену, все еще остается место тому, что бесценно. И пока по ту сторону экрана кто-то продолжает подсчитывать бюджеты, зритель ждет премьеры, чтобы наконец узнать, стоит ли история тех самых 35 миллионов. И если ответ окажется «да», значит, испытание пройдено. Спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилось, поддержите нас своим лайком, подпишитесь на канал «Любовь и мечты»,
И обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о турецких сериалах и их невероятных бюджетах. Ваше мнение – часть этой истории. До новых встреч и до следующего видео.